Здравствуйте, дорогие коллеги, участники онлайн-конференции ВИЧ 2020. Прежде чем начать нашу онлайн-сессию, мы хотели бы сделать несколько объявлений по организационным техническим моментам. Данная сессия будет доступна на нескольких языках: на английском, французском, португальском, русском и испанском. Чтобы получить доступ к языку каналу, пожалуйста, следуйте инструкции на слайде. Пожалуйста, выберите аудиоканал для выбранного языка, выбрав интерпретацию. Интерпретация, а затем язык. Что-то не успеваю. Дальше конференция ВИЧ 2020 предлагает участникам безопасное и нейтральное пространство для обмена знаниями, опытом, навыками, мнениями в обстановке взаимного уважения. ВИЧ 2020 онлайн следует принципу нулевой терпимости к любому виду издевательств, притеснений, оскорбительных заявлений, агрессивного выражения мнений или любому другому нежелательному поведению. Данная политика распространяется на конференции в Zoom и общение в социальных сетях ВИЧ 2020, в Фейсбуке, в Инстаграме, Твиттер, которые могут вызвать негативные эмоции у участников дискуссии, докладчиков, переводчика или слушателей. Участники конференции, совершающие подобные действия, будут немедленно удалены без предварительного предупреждения. Данная наша сессия записывается и будет загружена на канале ВИЧ 2020 в YouTube и другие социальные сети. В нашей сессии все спикеры будут выступать голосом, то есть видео не будет, для обеспечения конфиденциальности и безопасности участников. Мы начинаем нашу онлайн-сессию. Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги и участники онлайн-конференции ВИЧ 2020. Меня зовут Карина, и я представляю сеть Шахаем. Я из Кыргызстана. Со мной мои коллеги, члены и волонтеры сети Шахаем из разных стран. Они представятся во время их выступления. Тема нашей сессии – преступления на почве ненависти против секс-работников. Сбор данных и адвокация. Наша сессия продлится 2 часа. В начале сессии будет представлено 2 презентации. Это опыт сети Шахаем в документировании случаев преступлений на почве ненависти против секс-работников. Также обзор основных понятий, мотивов предубеждения и защищаемые характеристики. После этих 2 выступлений у нас запланировано 15 минут на вопросы и ответы. После вопросов и ответов будет еще 2 темы. 2 презентации с вопросами. Мы поговорим о феномене хорфобия и индикаторах предубеждения. В заключение поговорим об интерсекциональности и общие черты преступления на почве ненависти, которым могут подвергаться наши сообщества. Также после окончания этих 2 тем у нас будет еще 15 минут на вопросы и ответы. Первая презентация – это наш опыт. Представляю его я, Карина, и моя коллега из Таджикистана Гуляндом Бабаджанова. Опыт сети Шахаем в сборе и представлении случаев преступления на почве ненависти против секс-работников, опыт партнерства с другими организациями. Дальше.
Сеть Шахаим, инициативная группа начала свою работу в 2009 году и официально зарегистрировалась в 2010 году в Кыргызстане. Наша миссия – добиться признания и реализации фундаментальных прав человека и свобод для секс-работников и снижения уровня стигмы и дискриминации, подогревающих и поощряющих насилие в отношении секс-работников. В данный момент сеть Шахаим объединяет секс-работников и союзников из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана. В настоящее время в состав сети входит 11 членов и 15 волонтеров. Собственно, и вот преступление на почве ненависти. Для того, чтобы преступление считалось преступлением на почве ненависти, правонарушение должно соответствовать двум критериям. Во-первых, действие должно представлять собой преступление в соответствии с положением уголовного права. Во-вторых, действие должно быть вызвано предубеждением. То есть уголовное преступление плюс мотив предубеждения – это преступление на почве ненависти. Источник от сайта ОБСЕ БДИПЧ, и дальше подробную информацию об этом теме расскажут мои коллеги в своих выступлениях. ОБСЕ БДИПЧ – это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, включает 57 государств, участников из Северной Америки, Европы и Азии. БДИПЧ – Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Отдел по толерантности и недискриминации БДИПЧ занимается вопросами преступлений на почве ненависти. Каждый год БДИПЧ публикует отчет о преступлениях на почве ненависти, предоставленную государственными участниками, организациями гражданского общества и межправительственными организациями. Отчеты ОБСЕ публикуются 16 ноября в Международный день толерантности. Случаи подаются обычно в апреле за предыдущий год календаря. Основные этапы нашей работы. В 2012 и 2013 году были первые попытки подать случаи в ОБСЕ БДИПЧ, но данных документирования было недостаточно для описания по формату БДИПЧ. В 2014 году оформили случай массового принудительного тестирования секс-работников на ВИЧ, который произошел в декабре 2013, но не подали из-за опасений испортить налаживающие отношения с отделом по торговле людьми и преступлениям против общественной нравственности. В 2015 году подано, но по каким-то техническим причинам наше письмо не дошло. В 2016 и 2020 годы мы уже подаем каждый год разное количество случаев из Кыргызстана, а потом уже из других стран. Почему вообще мы решили, что нужно подавать случаи преступлений на почве ненависти против секс-работников? Для того, чтобы обратить внимание на экстремальные формы насилия против секс-работников и добиться того, чтобы в повестке дня ОБСЕ появилась тема насилия против секс-работников, хотя мандат и возможности ОБСЕ были не очень понятны. На что мы опирались, когда собирали эти случаи? Мы исходили из того, что предубеждение в отношении секс-работников, хорофобия,
является схожим с понятием гомо- и трансфобия. При этом сексуальная ориентация и гендерная идентичность являются защищаемыми характеристиками, а в отношении секс-работников такую характеристику выделить было трудно. Когда мы описывали первые случаи, которые не подали, это было вот массовое принудительное тестирование секс-работников на ВИЧ, это было в 2013 году, для обоснования этого случая мы опирались на феномен хорофобия и, например, округа Мерсисайд, Англия, где все случаи насилия против секс-работников квалифицируются как преступление на почве ненависти. Преступление на почве ненависти по признаку гендера, пола. После неуспешной подачи случаев за 2014 год, это когда вот по техническим причинам наше письмо просто не дошло, мы решили действовать заранее, выяснить, почему наши случаи не принимают. В итоге переписки с программным специалистом БДИЧ мы остановились на том, что случаи насилия против секс-работников, в которых есть явные критерии предубеждения, можно отнести к преступлениям на почве ненависти по признаку гендера. Тогда нам ничего не обещали, просто сказали, давайте будем рассматривать. В 2015 году мы подали 10 случаев, которые произошли в Кыргызстане. Подача была в 2016 году. В итоге всего один случай был включен, поскольку в нем фигурировала ненависть по национальному признаку, что является защищаемой характеристикой. И вот формулировка, которая... И тот случай, который вошедший в отчет ОБСЕ БДИЧ за 2015 год, вот формулировка, которая вошла в отчет. Сеть Шахаим сообщила об инциденте, в котором женщину-секс-работницу узбекской национальности подвергали шантажу и угрозам. То есть описание случая. 1 мая, когда секс-работница стояла на трассе, где она работает, подъехали на машине 4 сотрудников милиции, они применяли грубую физическую силу, затащили секс-работнику в машину и привезли в отделение милиции. Сотрудники начали вымогать у секс-работницы деньги, оскорбляли разными словами, пытали, не пускали в туалет даже, угрожали и издевались. Сотрудники Свердловского районного отделения внутренних дел, который был среди тех, кто насильно увез секс-работницу с улицы, начал опять вымогать у секс-работницы деньги. Когда она сказала, что денег у нее нет, он начал угрожать ей, что посадит ее на 10 лет, а за что посадит, он найдет. Он начал кричать, оскорблять секс-работницы разными нецензурными словами. Говорил, что она грязная узбечка и вали из Кыргызстана, иначе я тебя уничтожу. Тем самым он сжигая межнациональную рознь. Затем секс-работницу отвезли в суд, где судья постановил ей дать 3 суток ареста по статье «Мелкое хулиганство» 364. После суда секс-работницу привезли в приемник-распределитель и через 3 дня ее освободили. Как происходит сбор данных в Кыргызстане? Документирование нарушений прав секс-работников в Кыргызстане ведется с 2010 года. Эту работу начала общественное объединение ТАИС+, которое работает тоже с секс-работниками, затем продолжила сеть Шахаим. Когда ведется регулярное документирование нарушений прав, нам гораздо легче отобрать из собранных случаев то, что относится к преступлениям на почве ненависти.
С 2018 года в базу данных мы ввели отдельную отметку. Имеет случай признаки преступления на почве ненависти или нет. А уже с 2020 года мы уже ввели такую отметку, форму для документирования, которую заполняют уличные юристы. Случаи с признаками преступления на почве ненависти оформляются в соответствии с формой ОБСЕ в БДИЧ и отправляются. Вот фрагмент формы документирования, вот, который мы в 2019 году ввели в базу данных, и потом в 2020 году мы уже ввели как раз форму документирования. Там спрашивается, вот уличный юрист, укажите, есть ли признаки преступления на почве ненависти в описанном случае. Ответ да или нет. То есть уличный юрист смотрит примечания, смотрит и выясняет, является ли это преступление на почве ненависти или нет. Дальше уже по сбору данных Таджикистан и Россия, Казахстан я передаю слово своей коллеге Гуляндом Бабаджанова из Таджикистана. Она более подробно расскажет об этом. Гуля. Добрый день, я рада приветствовать всех. Меня зовут Гуляндом Бабаджанова, я член сети Шахаим из Таджикистана. Таджикистан в 2017-2018 годах при поддержке Красного Зонта член сети документировали случаи, из которых мы выбирали с признаками инцидентов на почве ненависти. С 2019 года регулярного документирования не было, поэтому тяжелее собирать случаи для ОБСЕ БДИЧ. В России не поддерживается регулярное документирование. Сборы случаев выполняются на волонтерской основе. Например, член сети из России имеет постоянный контакт с работниками, и при прямом обращении она консультирует членов. Извиняюсь. Таким образом накапливаются случаи. Также источником информации могут быть СМИ, но в СМИ дается очень мало информации. Картина может быть неполная. Когда такие публикации появляются, то предпринимаются попытки выйти на контакт с человеком, который пострадал, и выяснить у него, нужна ли помощь и что именно случилось в подробности. Таким образом, также можно понять, является ли случаем преступлением на почве. За 2019 год источником информации были публикации со СМИ. Карина, дальше. Подготовка документаторов и уличных юристов. В данной работе очень важны опыт и квалификация документаторов, которые собирают все наши случаи, которые происходят с нашими. Соответственно, те люди, которые документируют случаи, нужна дополнительная подготовка по исследовательским техникам и вопросам преступлений на почве ненависти. Дальше. Случаи за 2016 и 2019 года. За 2016 было подано 9 случаев, 3 случая предварительно отобраны, но в итоге в отчет не вошел ни один из случаев. За 2017 год было подано 15 случаев из Кыргызстана, России и Таджикистана. 2 случая из них были из Кыргызстана и России, были включены в ежегодный отчет. За 2018 год было подано 26 случаев Кыргызстана, России и Таджикистана. Все случаи вошли в отчет. За 2019 год подано 15 случаев из 4 стран. Это Кыргызстан, Россия, Таджикистан и плюс Казахстан.
Предварительные итоги рассмотрения будут известны в сентябре текущего года. Дальше. Наши достижения. Наш опыт подачи случаев с признаками инцидентов на почве ненависти показал, что насилие против секс-работников становится более видимым. ОБСЕ ГДИЧ включает эти вопросы в свою работу. 2017 год. Шахаим пригласили на тренинг по преступлениям на почве ненависти, который был в Грузии. 2019 год. Шахаим пригласили на 2 консультативные встречи в Португалии и Дании по вопросам интерсекциональности и преступлений на почве ненависти по признаку. Гуля, ты пропала. Гуля, повтори, ты пропала. 2019 год. Шахаим пригласили на 2 консультативные встречи, которые были в Португалии и Дании по вопросам интерсекциональности и преступлений на почве ненависти по признаку гендера. В Дании я сама участвовала, это в прошлом году была приглашена на круглый стол, и у нас были трудности с оформлением визовых документов, и мне самой лично пришлось жить 2 недели в России, пока готовилась виза за свой счет. А в перспективе ОБСЕ ГДИЧ планирует выпустить руководство о преступлениях на почве ненависти по признаку гендера, в которое, возможно, будет включен блок о случаях против секс-работников. У нас все. Спасибо. Да, спасибо, Гуля. Мы сделали себе заметки, тут были в чате вопросы, но на эти вопросы мы ответим во время следующей презентации, когда будет сессия «Вопросы и ответы». Которые пишут в чат вопросы. Можете писать вопросы и свои вопросы не в чат, а где вопросы и ответы. Далее я предоставляю слово моей коллеге из России Марине Авраменко. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, Марина, слышно. Спасибо. Меня зовут Марина Авраменко, я из России, мое местоимение «Она», и я расскажу вам о том, что такое преступление на почве ненависти с точки зрения права, что такое защищаемые характеристики в методологии ОБСЕ и какие из этих характеристик вытекают мотивы предупреждения. Следующий слайд. Преступление на почве ненависти. Что же это такое? Смысл можно определить по названию. Это преступление и мотив, ненависть. Не корыстный, не какой-либо другой личный мотив, а именно ненависть. Очень хорошо это видно на приведенных иллюстрациях. Итак, запоминаем. Преступление на почве ненависти – это сумма уголовного преступления и мотива предубеждения, то есть ненависти. Следующий слайд. Разберем по частям. Уголовное преступление – это то действие или бездействие, которое имеется, которое записано в уголовном законе. Это касается любого государства. Любое действие, бездействие, которое содержится в Уголовном кодексе, может быть преступлением ненависти. То есть первый критерий – это правовое описание какого-то действия, бездействия. Оно должно быть в уголовном законе. Следующий слайд. Как я уже сказала, преступлением ненависти может быть любое преступление. Это грабеж, избиение, изнасилование, поджог, разрушение каких-то зданий, предметов. Главное – мотив, по которому совершается это преступление. О мотивах будет следующий слайд.
Итак, вторая часть понятия преступления ненависти. Это ненависть, мотив предубеждения. Это отношение преступника к жертве. Это то, почему он совершает это преступление. Например, он бьет человека не потому, что у них личный конфликт, а потому что этого человека он ненавидит по какой-то причине, не личной. Это говорит о том, что он относится плохо не к конкретному человеку, а к группе, которую этот человек олицетворяет. Мотив предубеждения – это негативное, отрицательное отношение к человеку, нетерпимость, ненависть, группе лиц, которую этот человек представляет. Вот это предубеждение, оно может быть не вызвано чем-то конкретным, какой-то причиной, оно просто есть. Это иррациональная такая характеристика, ее бывает даже трудно объяснить. Человек ненавидит другого, потому что так принято, и все. Какими признаками должна обладать жертва, чтобы преступление в отношении нее считалось преступлением ненависти? Вот у потерпевшего, у пострадавшего должна быть определенная характеристика, которую защищает закон, и эта характеристика выделена именно ОБСЕ БДИПЧ. Мы дальше поговорим о защищаемых характеристиках, которые выделяют преступление ненависти. Следующий слайд. ОБСЕ и Бюро по правам человека ОБСЕ выделяет несколько основных защищаемых характеристик, по отношению к которым преступление можно выделять как преступление ненависти. Эти характеристики, как правило, присущи людям с рождения, либо приобретаются ими в течение жизни и носят необратимый характер. То есть человек не может изменить эти характеристики, и поэтому он подвергается каким-то преследованиям из-за того, что обладает этими характеристиками. Итак, какие характеристики являются защищаемыми по методологии ОБСЕ? Это происхождение человека, раса, этническая принадлежность. Это национальность или язык. Ну, как понимаете, это нельзя изменить, да? То есть человек родился с этим, и он будет с этим жить всегда. Следующая защищаемая характеристика – это религия, любая религия. Следующая характеристика – это пол. Следующая – сексуальная ориентация. Далее – гендерная идентичность и состояние здоровья или инвалидность. Какие-то из этих характеристик могут быть приобретены в течение жизни, например, состояние здоровья, инвалидность, гендерная идентичность может у человека меняться в течение жизни. Сексуальная ориентация может проявляться или скрываться. Но вот эти основные характеристики являются защищаемыми по методологии ОБСЕ. Следующий слайд. Из защищаемых характеристик вытекают мотивы предубеждения, то есть вот причины для ненависти, это можно так назвать. Чуть-чуть шире расшифровывая защищаемые характеристики, можно сказать, что мотивами предубеждения является расизм и ксенофобия, то есть ненависть к определенной расе, предубеждение к определенному человеку, связанное с его национальностью, предубеждение против рома и синти, антисемитизм. Это все касалось расы и национальности. Далее, где характеристика религия, это будут предубеждения против мусульман, против христиан, да против представителей любой конфессии. Это предубеждение по признаку религии. Далее, предубеждение по признаку пола. Это мы знаем мизогиния, когда ненавидят женщину только за то, что она женщина. Далее, предубеждение по признаку социальной ориентации, гендерной идентичности. Это всем понятно, когда ненависть направляется там, на людей, на транслюдей или на людей другой ориентации, не сходной с ориентацией большинства. И следующий мотив предубеждения – это против людей, отличающихся состоянием здоровья, например, людей с инвалидностью. Или, например, людей с ВИЧ-статусом, с положительным, либо людей, употребляющих наркотики. То есть мы знаем, что наркомания – это болезнь, и вот отношение к людям, которые страдают каким-то заболеванием, то есть ненависть к этим людям – это тоже мотив предубеждения.
Мотив может быть не один, мотив может быть несколько, мотивов может быть несколько, они могут смешиваться, и человека могут преследовать за то, что он, например, мусульманин и там, гомосексуальной ориентации, или там несколько мотивов могут смешиваться. Следующий слайд. Как отличить преступление на почве ненависти от других преступлений? Ну, как уже говорили и в предыдущей презентации, и я в начале, главное – это мотив. Именно по мотиву отличается преступление на почве ненависти от какого-либо другого преступления обычного, скажем так. Как это можно увидеть? По каким признакам? Признаки предубеждения можно заметить, когда мы описываем жертву или преступника, кто из них кто как себя вел, кто к какой группировке принадлежит или к какой группе людей. По поведению преступника мы можем понять, что преступление совершено на почве ненависти. По впечатлениям жертвы, свидетелей, то есть как они воспринимали это преступление. Далее, место и время инцидента тоже имеют значение и могут говорить, что преступление – это преступление ненависти. Причастность к преступлению организованной группы ненависти, ну, скинхеды, фашисты, неонацисты, тоже свидетельствует о том, что данное преступление совершено на почве ненависти. И также, если преступник ранее совершал преступление на почве ненависти, то легко предположить, что и это преступление тоже относится к преступлениям ненависти. Чуть подробнее разберем некоторые из этих признаков предубеждения. Следующий слайд. Характеристика жертвы и преступления. Ну, в первую очередь, да, преступление ненависти обычно характеризуется чем? Что преступник и жертва отличаются какими-то признаками, и этим вызвана ненависть нападающего преступника к своей жертве. Отличия могут быть в расе, вероисповедании, этнические, национальные отличия, трудоспособность, как мы об инвалидности говорили, ну и гендерная принадлежность и сексуальная ориентация. Жертва может принадлежать к какому-то меньшинству в выделенной социальной группе, ну, в обществе выделенной, и другая группа на нее нападает. Возможно, исторические враждебные отношения между группами, часто это связано с расой, национальностью или вероисповеданием. И если преступник и жертва принадлежат к разным группам, враждующим между собой, то, скорее всего, это будет преступление ненависти. Когда жертва отличается от нападающего или от большинства в обществе по внешнему виду, по одежде, по разным внешним признакам, и ее преследуют именно за это тоже преступление ненависти. Следующий слайд, пожалуйста. Как поведение преступника подсказывает нам, что мы говорим о преступлении ненависти? Это достаточно легкие считываемые признаки. Очень часто преступники внешне выделяют даже свою принадлежность вот к какой-то группе, которая считает себя лучше других. Ну, вот скинхеды, фашисты, неонацисты, я об этом говорила. Часто они имеют определенные там татуировки, какие-то аксессуары внешние, форму, внешность, там, бреются наголо. И даже по внешности можно отличить, что они относятся к такой группировке. Часто во время совершения преступления преступник заявляет о том, что он совершает преступление именно по мотиву ненависти. И это видно по словам, по его словам и действиям. Когда бьют человека и кричат, например, там, смерть жидам, смерть там, черным, баба должна страдать, ненавижу баб, ты черная обезьяна, убирайся к себе домой. Вот эта лексика 100% доказывает, что преступление совершено на почве ненависти. Если нет таких слов, могут быть какие-то жесты. Например, там, жест, когда там, отрезают тебе голову или отстреливают, там, как выстрел в голову. Есть такие угрожающие жесты. Это тоже может свидетельствовать о том, что преступление на почве ненависти. То есть мы говорим о комплексе признаков. И вот этот комплекс признаков, он нам доказывает, что был мотив ненависти. Ну, в общем, все. Следующий слайд. Место и время совершения преступления.
Бывает, что преступники подстерегают своих жертв в тех местах, где они с большой долей вероятностью могут появиться. Это, например, центры размещения мигрантов, центры беженцев, учреждения, где бывают инвалиды, гей-бары, клубы какие-то ночные. То есть преступник идет специально в то место, где он точно рассчитывает встретить свою жертву, которая отличается от него и которую он ненавидит. И место выбрано не случайно, а именно потому, что там можно встретить жертву. Иногда преступления ненависти совершаются в месте богослужений, отправления каких-то религиозных ритуалов, на религиозных кладбищах, когда это связано с ненавистью к какой-то конфессии. То есть вот место, если это связано с религией, это тоже свидетельствует о преступлении ненависти. Инцидент может происходить и в общественном месте, но это выглядит как просто как хулиганство, когда группа людей нападает на другого человека, но пострадавший должен отличаться от тех, кто на него нападает, вот, например, по внешним признакам. И совершая преступление в общественном месте, они демонстрируют свою ненависть окружающим. И еще одним из признаков ненависти может быть совершение преступления в какой-то особый день. Это может быть религиозный праздник, там, день рождения какого-то лидера религиозного или национального. Вот это тоже признак преступления ненависти. Следующий слайд. Примеры преступлений ненависти конкретные, взятые из практики и из средств массовой информации. Например, местные жители сожгли поселок Рома, потому что им не нравятся эти люди, не нравится им образ жизни. Вот именно этот мотив говорит о том, что это преступление ненависти. В этом году, 8 марта, в Бишкеке, Кыргызстан, представители радикальной религиозной организации Кырк-Чоро напали на женщин, которые проводили акцию в защиту прав женщин в центре города. Это была согласованная акция, мирная. Пришли люди в масках, вот верхняя фотография как раз с этого инцидента. И люди в черном, мужчины в черном, в масках стали отбирать у женщин плакаты, рвать, ломать все и разгонять женщин. Вот тоже типичный пример преступления ненависти. Далее. Антисемиты избили мужчину еврейской национальности только за то, что он еврей. Следующий пример. Это уже из России. Мужчина шел по улице и наносил всем встречным женщинам удары. Вот нижний слайд с этого инцидента. Просто потому что это были женщины, и он объяснил это ненавистью к женщинам. Он был задержан, наказан, но ему там штраф очень небольшой дали. Следующий пример. Насилие в отношении секс-работниц на основании того, что они заражают СПИДом русских мужчин. Это цитата преступника, которой он объяснял, почему он избивает и унижает секс-работниц в России. Еще один пример – это когда неизвестные люди подожгли молельный дом одной из конфессий. Тоже типичное преступление ненависти. Следующий слайд. Секс-работа и мотив предубеждения. Мы с вами подошли к тому, что преступления в отношении секс-работников тоже могут и должны расцениваться как преступления на почве ненависти. Есть один такой пример в Англии, когда это закреплено в законе, что преступление в отношении секс-работников – это преступление ненависти. Но это единственный пример. Какие преступления в отношении секс-работников могут быть, по нашему мнению, расценены как преступление ненависти? В методологии ОБСЕ занятие секс-работой не относится ни к одной из защищаемых характеристик. Мы могли бы предложить как защищаемую характеристику способ заработка, образ жизни, вид деятельности, но это не будет характеристикой, которая присуща человеку длительное время. Секс-работа – это, как правило, временное явление и временное занятие для человека. Для кого-то это год, для кого-то 10 лет, но рано или поздно все уходят из секс-работы. И, возможно, поэтому ОБСЕ не относит занятия секс-работой к защищаемой характеристике. Но
есть пересекающиеся, как мы говорили, характеристики. И почему мы думаем, что преступления в отношении секс-работников могут быть отнесены к преступлениям ненависти? Ну, потому что очевиден мотив. Когда человек бьет секс-работницу и говорит, вот на нижнем слайде, темнокожую девушку избивает преступник Дацик, это было в Санкт-Петербурге, и говорит ей: ты черная обезьяна, ты приехала в Россию, чтобы заражать русских мужчин СПИДом. Это очевидный мотив ненависти, описанный в методологии ВДИВЧ. И это преступление вошло в отчет ОБСЕ, но по признаку ненависти к национальности, не по признаку того, что это была секс-работница. Вот верхняя фотография показывает, как преступники бреют секс-работницу, наказывая ее за то, что она занимается секс-работой, берет деньги за секс, потому что настоящая женщина так поступать не должна. Это нам говорит о том, что используется ненависть к ней как к женщине, понимание женщины, да, что она не должна заниматься таким делом. То есть мы видим, что преступления в отношении секс-работников могут быть отнесены к преступлениям ненависти по другим мотивам предубеждения, не по секс-работе, а, например, по мотиву расы, национальности, по мотиву пола, гендера. И таким образом у нас есть возможность вносить преступления в отношении секс-работников вот в отчет ОБСЕ, то есть по смешанным критериям они попадают под критерии преступления ненависти. Следующий слайд. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Марина. У нас 15 минут было выделено на вопросы и ответы. Во время презентации поступило только один вопрос. Это рассказать о деталях, почему мы не подали в 2013 году. Об этом более детально расскажет моя коллега Шахназ. Сейчас я ей передам слово. Добрый день, меня зовут Шахназ. Я являюсь сотрудником сети Шахаин. Мое местоимение Она. Ну, как уже Карина до этого рассказывала, в 2013 году у нас участились рейды правоохранительных органов. В особенности это был отдел по борьбе с торговлей людьми и преступлениям против общественной нравственности. Коротко мы его называем отдел нравов. Они совершали незаконные действия, сбор анализов на инфекции, передающиеся половым путем, и ВИЧ, а также унижение и оскорбление секс-работников. В тот период у нас были уже случаи, которые мы написали по преступлениям на почве ненависти. Почему же мы их не подали? С тех пор, как отдел нравов приступил к своим обязанностям и начал нарушать права секс-работников, мы очень много и часто пытались с ними выйти на связь для того, чтобы объяснить, почему они поступают неправильно. Во многих случаях мы сталкивались с агрессией со стороны сотрудников отделов нравов, но один из семинаров, который мы провели на Иссык-Куле, дал свои плоды, дал свои результаты. Нам удалось не просто поговорить с ними, но и наладить очень хороший контакт, обговорить все моменты, когда они нарушают права человека. Нам удалось прийти к взаимопониманию, и не просто к взаимопониманию, а еще и к тому, что нарушения прав с их стороны были минимизированы, в основной части прекращены, незаконные преследования и также забор анализов на инфекции ВИЧ. И чтобы не портить эти отношения, только что налаженные, мы приняли решение, что в 2013 году мы не будем подавать эти случаи в ОБСЕ как преступления на почве ненависти.
Ну, в общем-то, все, спасибо. Спасибо, Шахназ. Есть ли еще вопросы у кого-нибудь? Если нет вопросов, то мы тут в чате пришло сообщение, скиньте ссылку, как людям подключиться. Полезная сессия, переслала свой линк на Zoom, но люди не могут зайти. Сейчас мы попробуем перекинуть с почты. Карина, если нет... если регистрации не было, возможно, поэтому ссылка и не срабатывает. Точно. Для того, чтобы участвовать на данной сессии, надо сначала регистрироваться на сайте конференции и зарегистрироваться в Zoom. Наверное, поэтому не могут подключиться. Если нет вопросов, мы двигаемся дальше. Следующее выступление будет тоже от моей коллеги. Я передаю слово Кристине. Кристина. Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Кристина Махничева. В настоящее время я являюсь сотрудником сети Шахаим. Мое местоимение «Она». В следующей презентации мы более подробно остановимся на феномене хорофобия. В общем-то, мы намеренно используем слово на английском языке, потому что прямой перевод будет, к сожалению, слишком уничижительным в отношении секс-работников, и пока мы не нашли хорошего эквивалента на русском языке. И поговорим о более конкретных критериях преступлений на почве ненависти в отношении секс-работников на примерах конкретных случаев. В общем-то, эта презентация, это такая история нашего понимания того, какие преступления можно называть преступлениями на почве ненависти и как убедить ОБСЕ БДИПЧ, что эти преступления нужно принимать. Мы уже говорили, мои коллеги говорили о том, что такое преступление на почве ненависти. Здесь мы просто повторим для того, чтобы понимать, исследовать логики нашей мысли. Преступление на почве ненависти – это уголовное преступление и мотив предубеждения. Когда они вместе, мы говорим о том, что совершено преступление на почве ненависти. Что такое мотив предубеждения? Это предвзятое отношение, негативное суждение, это нетерпимость, которая может быть, например, ксенофобией, гомофобией, трансфобией и так далее. При этом эта нетерпимость выражается в отношении конкретной группы людей. И вот эту группу людей объединяет какой-то один общий признак. Например, расовая принадлежность или сексуальная ориентация. И вот этот общий признак является защищаемой характеристикой. Двигаемся дальше. Следующий. Если говорить конкретно о преступлениях на почве ненависти против секс-работников, мотив предубеждения у нас есть конкретный. Это хорофобия. Это страх или ненависть по отношению к секс-работникам, к секс-работницам, который, например, выражается в том,
что секс-работникам приписывают нарушение общественного порядка, считают причиной распространения болезней, и также видят в секс-работниках преступников против нравственности. Откуда мы взяли это определение? Многим знаком активист Тьерри, он из Франции, и вот в 2010 году The Guardian опубликовал статью на эту тему, и там было очень развернутое определение этого феномена. И, то есть мотив у нас есть. Что же с защищаемой характеристикой, которая должна идти обязательно в паре с мотивом? Например, пара ксенофобия и расовая или этническая принадлежность. Здесь какая у нас будет пара? Есть хорофобия, а какая же будет защищаемая характеристика? Как уже говорила Марина, занятость в секс-работе не является защищаемой характеристикой в соответствии с подходом ОБСЕ, так как имеет некоторую временность, она не присуща человеку на какой-то постоянной основе, как этническая принадлежность. Но несмотря на эти, по сути, теоретические барьеры, мы продолжаем и продолжали двигаться дальше. Следующий, пожалуйста. Собственно, мы пришли к тому, что предубеждение у нас есть, хорофобия, социальная группа у нас есть, против которой направлено это предубеждение, секс-работники. И мы пришли к тому, что защищаемая характеристика может быть гендером и полом, или полом. Следующий. Собственно, понимание БДИПЧ в 2016 году о том, что такое преступление на почве ненависти по признаку гендера, было тоже очень ограниченным. На тот момент, в 2016 году, как таковых критериев преступлений на почве ненависти по признаку гендера не было. И в этом направлении нужна была работа. Разве что было понятно, что есть какие-то очевидные случаи по признаку гендера, которые можно считать преступлениями на почве ненависти. Например, человек зашел в университет с заряженным пистолетом, выкрикивал непристойности о женщинах, игнорировал мужчин и расстреливал каждую женщину, с которой он сталкивался. Его профиль в соцсетях содержал сообщение, что он ненавидит женщин, потому что они его отвергают. Это очень классический, что называется, чистый случай, и тут никаких споров не возникает. Но жизнь гораздо сложнее, и такой очевидный случай встречается достаточно редко. Следующий. Также в 2016 году мы с ОБСЕ обсуждали следующий вопрос. Почему же множество случаев сексуального и других видов домашнего насилия в отношении женщин не включается в отчетность ОБСЕ по критерию преступления на почве ненависти по гендерному признаку? И, собственно, мы разобрались, что цель отчетности о преступлениях на почве ненависти – это привлечь внимание к социальному феномену, именно к этому социальному феномену преступлений, который часто игнорируется властями в регионе ОБСЕ. И если представить себе, что в отчетность будет включено все множество случаев изнасилований в качестве преступления на почве ненависти, то эта масса случаев, она затмит остальную часть сообщений на почве ненависти. И тогда, собственно, суть и цель этой отчетности, она будет утеряна. Потому что количество случаев сексуального насилия – это тысячи и сотни тысяч, а количество случаев преступлений на почве ненависти – десятки, ну или сотни. То есть очень важно сохранить как
мы поняли, и как нам объяснили, очень важно сохранить вот этот вот целенаправленный взгляд именно на феномен ненависти. Следующий. И как мы развивали свое понимание и улучшали темы преступлений на почве ненависти, так, собственно, и БДИПЧ шел и развивал свое понимание преступлений на почве ненависти по признаку гендера. И вот уже в 2019 году состоялся круглый стол о преступлениях на почве ненависти по признаку гендера. И одной из его задач было определить этот феномен и сделать какой-то список критериев, признаков, которые помогут практикам, в том числе, например, нам, в том, чтобы идентифицировать, выявлять эти случаи и собирать эти данные, подавать, включать в отчеты. Отдельно хочется остановиться на том, что во время этого круглого стола отдельное обсуждение было посвящено нападениям на секс-работников. И было этому уделено отдельное внимание. Это очень важно, что это совершенно другая площадка, другая платформа. И на этой платформе начат этот разговор. И со стороны ОБСЕ БДИПЧ прозвучало, что очень важно такие случаи квалифицировать. Я прошу прощения, у нас тут пошли помехи. Возможно, у кого-то случайно включился микрофон. Уважаемые участники, проверьте свои микрофоны, пожалуйста, а то у нас помехи не слышно и непонятно. Ну, сейчас вроде тихо. Значит, очень важно на этом остановиться, потому что обсуждать насилие против секс-работников на площадке ОБСЕ БДИПЧ — это немножко, это и прогресс с одной стороны, с другой стороны у ОБСЕ и БДИПЧ не такая, в некоторых вопросах в отношении секс-работы позиция непоследовательная. И у некоторых организаций есть, возможно, неположительный опыт, например, в теме смешения секс-работы и трафика. Вот. Двигаемся дальше. Так вот, вот во время этого круглого стола мы как раз поработали с индикаторами, с помощью которых можно определить, является ли преступление на почве ненависти по признаку гендера таковым. И хочется остановиться на паре-тройке из них для того, чтобы пояснить, о чем идет речь. Например, такой индикатор, как комментарий преступника. Очень часто преступник делает унижающий комментарий о сексуальном поведении человека, о сексуальном поведении женщины, секс-работницы, поскольку, по его мнению, это поведение не соответствует каким-то там нормам, традиционным ценностям и так далее. Следующий критерий – это то, что преступник может принадлежать какой-либо группировке, которая сообщает о том, что она борется, например, за традиционные ценности или за нравственность. И один из наиболее ярких примеров – это группировка, которая нападала на салоны в Санкт-Петербурге. Это громкий случай, несколько лет назад он произошел в Санкт-Петербурге. И вот Марина в своей презентации упоминала о нападениях Дацика. Дальше. Такой критерий, как характер нападения. То есть во время этого преступления преступники могут совершать унижающие действия. Например, раздеть человека, заставить выйти в обнаженном виде на улицу или отметить определенным образом, например, побрить, помазать голову зеленкой, склеить волосы клеем и так далее. То есть это то, что указывает на ненависть.
Следующий. Таким образом, подводя итог, мотивом предубеждения на почве гендера этот мотив включает не только гендер в чистом виде, он включает и пол как некоторую биологическую характеристику, гендер как социальный конструкт, гендерное самовыражение, гендерную идентичность и иногда сексуальную ориентацию. То есть пока понятие преступлений на почве ненависти по признаку гендера не имеет достаточно четкого определения и четких характеристик. И с этой темой ОБСЕ БДИПЧ продолжает работу. Следующий. И несколько конкретных примеров и указание на то, какой индикатор здесь задействован. Пример первый из Кыргызстана. Здесь мы говорим об индикаторах, слова и выражения, которые проговаривает преступник. Стандартная ситуация. Секс-работница находилась на улице, приехала милиция, задержала ее, произвольно задержала, доставила в отделение милиции и содержала там без всяких законных оснований. Их отношение граничило с пытками, девушку держали без обуви на холодном полу. И пока происходило все эти нарушения и преступления, сотрудники милиции унижали ее словами «проститутка» и «шлюха». То есть все вместе комментарии преступников, в данном случае сотрудников милиции, и их незаконные действия по отношению к женщине вместе можно квалифицировать как преступление на почве ненависти. Следующий. Россия. Это случай из России. И здесь пример индикатора – это характер нападения. Здесь преступники ничего не говорили в адрес секс-работниц, они просто поступили определенным образом. Они вызвали 2 девушек африканского происхождения для оказания услуг. Это происходило в комнате для охранников парковки. Во время общения клиенты забрали все вещи у секс-работниц, телефоны, забрали одежду и выгнали их голыми на улицу, а это была зима. То есть характер нападения – лишить человека одежды и в обнаженном виде выгнать на улицу. И здесь мы тоже говорим о том, что в данном преступлении фигурирует ненависть. Следующий пример из Казахстана. И это пример некоторой совокупности индикаторов. Мы этот пример взяли на СМИ, в средствах массовой информации. 4 молодых людей мониторировали тематические сайты, на которых секс-работники размещали объявления. По этим объявлениям они обзванивали девушек и мужчин, всех секс-работников, всех гендеров, под видом клиентов и вызывали для оказания услуг. Когда секс-работница или секс-работник приезжали по адресу, то там эта преступная группа избивала, угрожала и грабила секс-работников. И вот здесь вот мы имеем дело с совокупностью индикаторов. Эти преступники мониторировали не просто сайты знакомств, чтобы получить какую-то выгоду от людей, которые, допустим, размещают свои фотографии в обнаженном виде, например. Они мониторировали именно тематические сайты секс-работников. Они знакомились и завязывали контакт именно как клиенты. И вся эта совокупность факторов указывает на то, что это действия, продиктованные предубеждением. Следующий, пожалуйста. И каковы перспективы дальнейшего взаимодействия по этой теме с ОБСЕ БДИПЧ? Как мы уже сказали, тема преступления на почве ненависти по признаку гендера пока еще не имеет такого четкого понятийного аппарата, четкой теории. Есть какие-то
данные какие-то материалы, но пока они не объединены в какую-то четкое руководство. И вот ОБСЕ БДИП собирается такое руководство разработать. Сеть Шахаим в партнерстве с форумом секс-работников России начали обсуждение и работу над этими индикаторами, над индикаторами преступлений на почве ненависти, которые совершаются против секс-работников. Мы эту работу начали в прошлом году, в конце. Мы ее возобновили вот сейчас, когда готовились к этой очень важной для нас сессии, и надеемся, что мы завершим ее и отправим наши соображения в ОБСЕ БДИП в ближайшие пару месяцев. Следующий. А это информация для справки, для того, кто заинтересован подавать данные случаи. Здесь изображен адрес сайта hatecrimes.osse.org, где есть информация на английском и русском языке. Объявление о приеме отчетов появляется обычно в феврале каждого года. Срок подачи обычно 30 апреля. И случаи подаются, вот, допустим, если в этом году объявлен сбор, то случаи подаются за полный предыдущий календарный год. То есть в этом году собирались случаи за полный 2019. В сентябре обычно появляется информация о том, какие случаи предварительно отобраны, а сам отчет публикуется в Международный день толерантности 16 ноября. Спасибо. Спасибо, Кристина. Мы продолжаем. К нам поступило несколько вопросов. На эти вопросы мы ответим после следующей презентации. Как я говорила, у нас есть 15 минут на вопросы и ответы. Далее я передаю слово моему коллеге Артуру. Артур. Добрый день, коллеги. Меня зовут Артур Сапкеев. Я из Кыргызстана, работаю в сети Шахаим, местоимение ОН. Также совместно мы будем с моей коллегой Джанар. Джанар, пожалуйста, представьтесь. Да, здравствуйте. Меня зовут Джанар. Местоимение она. Я представляю волонтерка Шахаим и представляю казахстанскую феминистскую инициативу «Феминита». Вот, и вместе с Джанар мы будем говорить сегодня о фобии в отношении наших сообществ, которые могут приводить к преступлениям на почве ненависти. Хорфобия, гомофобия, трансфобия, наркофобия и ВИЧ-фобия. Также мы будем говорить о возможностях адвокации с ОБСЕ БДИП для повышения видимости крайних форм насилия в отношении наших сообществ. Данная презентация была создана совместно с нашими партнерами. То есть в этой презентации были включены данные нескольких организаций. Казахстанская феминистская инициатива «Феминита», форум секс-работников России, ТАИС Плюс, Кыргызстан и сеть Шахаим. Что такое фобии? Да? То есть в предыдущих презентациях мы тоже об этом говорили. Фобии они включают иррациональные страхи. Также фобии являются источником дискриминации и преследования людей. Фобии включают стереотипы, и, к сожалению, крайней степенью фобии являются, то есть последствием является убийство и, собственно, преступление на почве ненависти.
А что такое фобии? Да, вот про хорфобию подробно рассказывала моя коллега Кристина Махничева, также об этом рассказывала Марина Авраменко. Хорфобия – это страх или ненависть по отношению к секс-работникам и секс-работницам. Гомофобия – это страх и неприязнь к людям, предпочитающим выстраивать отношения с лицами своего же пола. Трансфобия – это враждебное отношение к транслюдям. То есть термин «транс» является зонтичным понятием, которое обозначает все небинарные идентичности внутри спектра гендерных идентичностей. Наркофобия – это страх перед наркотиками, источник демонизации наркотиков и людей, которые их употребляют. И ВИЧ-фобия – это страх перед ВИЧ, источник дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Эти предубеждения тоже имеют значение в нашей жизни. То есть вот мы говорили о том, что предубеждение против рома и синти, расизм и ксенофобия, предубеждение против представителей разных конфессий и так далее, о чем говорила вот коллега моя Марина Авраменко. То есть эти все предубеждения в совокупности тоже носят характер преступления на почве ненависти. То есть не может быть только преследование только потому, что есть предубеждение расизма и ксенофобии. То есть это смешанный характер носит. Что такое интерсекциональность? Интерсекциональность или теория пересечений – это исследование пересечения различных форм или систем угнетения, доминирования или дискриминации. Применять интерсекциональность значит исследовать, как разные характеристики и системы дискриминации взаимодействуют друг с другом. К примеру, вот человек может представлять разные группы, и часто выделить один мотив ненависти невозможно. Пример: идет, допустим, по улице темнокожая мигрантка, она и лесбиянка, и происходит из страны, где за это убивают. На нее нападают. Как определить, на нее напали из-за ее цвета кожи или из-за ее сексуальной ориентации и гендерной идентичности, или из-за ее этнического происхождения? То есть чаще всего именно пересечение всех этих признаков лежит на основе преступления на почве ненависти. На данном слайде приведены результаты исследования 2018 года, который мы проводили в Кыргызстане совместно с АУЦА и общественное объединение ТАИС Плюс. Здесь мы хотели обратить ваше внимание на уровень уязвимости, да, именно тех групп женщин, людей. То есть вот во второй колонке вы видите, что это были не только просто секс-работницы, да, это были и транс-женщины, мужчины, имеющие секс с мужчинами, также секс-работницы с инвалидностью, цис-женщины, узбечки, цис-женщины кыргызские. То есть именно здесь нужно делать акцент на группу людей, которые все-таки по интерсекциональности и подвергались уязвимости секс-работников. Здесь мы хотели бы привести пример случая пересечения России. Да? То есть мужчина получил услуги секс-работницы, заплатил за них, затем
он увидел, как из ее сумочки выпал пакетик с белым порошком. После этого он стал избивать ее с криками: «Шлюха, наркоманка, вонючая проститутка, таких надо убивать». Вытолкал ее из квартиры, полураздетую в холодное время года. Данный случай был подан сетью Шахаим и вошел в отчет ОБСЕ в Гибче за 2018 год, но указан только в одной категории – пол или гендер. Дальше. Пример второго случая пересечения, тоже произошедший в России. Женщина подвергалась физическому насилию, сексистским оскорблениям и пристыжена как человек, употребляющий наркотики, и как ВИЧ-позитивный человек. То есть данная формулировка – это вот, собственно, из опубликованного отчета ОБСЕ ДИЧ за 2018 год. Ну, как мы говорили до этого в предыдущей презентации, что ОБСЕ пока не использует слово секс-работник или секс-работница. Данный случай был подан форумом секс-работников России и включен в две категории предубеждений. То есть это вот по признаку пола или гендера, по признаку инвалидности. То есть сюда попадают случаи, если задействовано состояние здоровья. Тема предубеждений в связи с употреблением наркотиков, похоже, пока никак не затрагивается ОБСЕ в ДИЧ. Дальше. Джанар, Да, я вам да. передаю слово. Спасибо. Ну вот то, что затрагивал и говорил Артур, а также в своих преступлениях Кристина и Марина, о преступлениях на почве ненависти, здесь я бы хотела отметить такие причины, как вот призыв к вражде и ненависти, что подпитывает, скажем так, физические действия, которые могут происходить и, к сожалению, могут завершаться различными преступлениями, за которыми следует уголовная ответственность. Вот, например, в Алматы в этом году в Казахстане на деньги государственного бюджета локальный акимат, это исполнительный орган власти, снял ролик, который они назвали именно так – «Проститутка». В этом ролике он небольшой мужчина подъезжает к девушке, которая просто ловит такси, останавливает машину и просит подвезти ее. Он читает вместо этого, закрывает, блокирует дверь и читает ей мораль о том, что она выглядит так, как не положено. То есть у нее короткая юбка, на ней макияж, ну и вообще людей можно узнавать по одежде, а вот ее он узнал лишь как вот секс-работницу. При этом, казалось бы, что в этом плохого? Читает человек, говорит свое мнение. Мало ли кто имеет свои мнения. Но здесь мы видим, что таксист блокирует двери, и это просто такая вот угроза жизни. То есть происходит некое нравоучение, но с угрозой жизни. В следующем слайде, пожалуйста. В следующем слайде это событие произошло в 2018 году. Один блогер снял постановочный ролик, в котором приняла участие его супруга. Она изображала секс-работницу, к которой он подошел и спросил, сколько стоят услуги и так далее. Она ему отвечала вежливо, как положено, называла цену и так далее. Но вот этот блогер, он начал избивать ее камчой. То есть в этом ролике, который уже снят был не на государственные деньги, а просто частная инициатива, блогер, у которого 1000 подписчиков и подписчиц, показывает, что секс-работниц можно, а также нужно избивать камчой. Камча имеет здесь национальный символ, потому что ею пользуются в различных ритуалах, не только в повседневной жизни, когда, например, изгоняют злых духов и так далее. То есть здесь символически было понятно, что секс-работниц нужно бить, изгонять из них бесов и так далее. Вы видите здесь цитату директора Департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел Казахстана Алмаса Садубаева, который говорит о том, что никак они никакого правонарушения, тем более
поля уголовного в действиях блогера Жана Ахмадиева они не нашли. Пожалуйста, следующий слайд. Регулируется язык ненависти в Казахстане пока статьей 174, которая называется «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». В основном она применяется пока только в качестве сословной, а также национальной розни. Она не была еще применена ни к вот таким, как Жан Ахмадиев, ни к таким действиям, которые были совершены акиматом. То есть когда возбуждается ненависть таким группам, как секс-работницы или же ЛГБТ, такая статья ни разу не была применена. Она была применена для того, чтобы, скажем так, наказать активистов, которые постили в Фейсбуке посты о языке, о важности знания казахского языка. То есть здесь в основном идет национальное, а также сословные аспекты. Пожалуйста, тогда следующий слайд. Вот, конечно же, мы не должны путать, что язык вражды или язык ненависти и преступления на почве ненависти, они, конечно, не равны друг другу, но именно язык ненависти может стать вот этой наполняющей средой, из которой могут выйти или, скажем, притвориться преступления на почве ненависти. Здесь вот я привожу несколько аспектов, например, что действительно эти понятия часто смешиваются в Казахстане, в том числе в судоприменительной практике, но эти оба феномена являются проявлением нетерпимости и предрассудков. Но большинство преступлений на почве ненависти никак не связано с реализацией свободы выражения мнения. Вот это взято из исследования артикля 19, разъясняя язык вражды. Это практическое пособие, которым пользуются в основном активисты и активистки. И, как вы видели из предыдущих слайдов, когда есть почва, не просто высказывания разных людей, а высказывания, например, профинансированные государственным бюджетом, или же высказывания блогера, который выставляет видео, где он бьет женщин, конечно же, это не просто высказывание мнения, это уже такая специфическая трибуна для людей, которым дается пример, как можно себя вести по отношению к тем или иным группам, а именно к секс-работницам. Следующий слайд. Пожалуйста, Артур, спасибо. Спасибо, Джанар. Здесь на данном слайде приводится анализ случаев преступлений на почве ненависти. И это данные сети Шахаим и форума секс-работников России. За 2018 год были поданы 35 случаев. Как вы видите на слайде, что большая часть случаев, 30 случаев, были по признаку пола или гендера. 3 случая по признаку пола или гендера и расизм и ксенофобия. И 1 случай по признаку пола, гендера и плюс по признаку инвалидности и еще 1 случай по признаку гендера и предубеждение против мусульман. И мы хотели бы привести возможности совместной адвокации в отношении ОБСЕ БДИПЧ. Продолжать подачу случаев с признаками преступлений на почве ненависти. Ведение совместного мониторинга преступлений на почве ненависти. Участие в учебных мероприятиях, которые проводит БДИПЧ для неправительственных организаций по тематике поддержки, продвижения и мониторинга прав человека. Также участие в ежегодных встречах ОБСЕ по человеческому измерению. И ОБСЕ работает в области торговли людьми, но при этом существует проблема смешения торговли людьми и секс-работы.
Вот в этом направлении нам нужно работать и добиваться верного понимания. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Артур и Джанар. На этом наши презентации уже закончились. Далее у нас есть время на вопросы и ответы. И у нас есть уже несколько вопросов. На эти вопросы я сейчас передаю слово своей коллеге Шахназ. Она подробнее расскажет. Первый вопрос был, сейчас я зачитаю, много ли было обращений из Узбекистана? Еще раз добрый день. На этот вопрос ответ лишь один. К сожалению, в сети Шахаим на сегодняшний день нет членов сети из сообщества секс-работников из Узбекистана. Но если есть желание у кого-то с Узбекистана и сообщества секс-работников присоединиться, мы, конечно, будем рады их присоединению к нашей сети. По преступлениям на почве ненависти, которые мы подавали в ОБСЕ, у нас есть случай, когда преступление было совершено именно по признаку национальности, где оскорбления звучали именно потому, что женщина была узбекской национальности. В наших регионах, таких как южные регионы, очень много секс-работниц, приезжающих работать из Узбекистана. Поэтому, конечно, если есть случаи, которые связаны с преступлениями на почве ненависти по отношению к гражданам Узбекистана, они у нас фиксируются. Но на сегодняшний день пока был такой один случай. Спасибо. Еще следующий вопрос был, я зачитаю или... Я передаю Кристине. Кристина, зачитайте вопрос и сразу же можете ответить. Или мне зачитать? Потому что я не вижу вопрос, он ушел куда-то вверх, если он у тебя перед глазами. Ага. Я зачитаю. Полезно ли для вас сотрудничество при подаче кейсов с организациями, которые сообщают о преступлениях на почве ненависти в отношении других групп людей, национальных групп или ЛГБТ? Расскажите о вашем опыте такого сотрудничества, если есть. Действительно, в нашем опыте есть такой опыт сотрудничества. И отдельно стоит остановиться на том, что первые наши шаги и намерение собирать и подавать случаи преступлений на почве ненависти были связаны с тем, что мы получили информацию о такого рода механизме именно от ЛГБТ-организации. Это было в далеком 2012 году, но мы достаточно долго шли к первой своей подаче. Что касается текущего сотрудничества, это тоже важно продолжать, потому что, например, секс-работницы, транссекс-работницы, они подвергаются очень суровым насильственным действиям, гораздо более жестоким, чем те, что мы встречаем и документируем в отношении цис-секс-работниц. И, конечно, в этой области нам важно и нужно сотрудничество, и мы его поддерживаем. Что касается взаимодействия с организациями, которые, например, подают преступления, сообщения о преступлениях в отношении каких-либо национальных групп, такого опыта пока не было, но в целом вот наша последняя презентация, которую представляли Артур и Джанар, она как раз о этой самой нашей интерсекциональности, что фобии прямого действия, ну вот слово прямого действия — это такой немножко сленг, который показывает то, что то предубеждение, которое существует в отношении всех 4 сообществ. И часто
эти стереотипы могут пересекаться и направлены быть в отношении одного человека, у которого есть разный опыт. И опыт употребления, и опыт секс-работы, и опыт жизни с ВИЧ. И, конечно, в будущее мы смотрим таким образом, чтобы объединять усилия и доносить экстремальные формы насилия с учетом интерсекциональности. Все, спасибо. Спасибо, Кристина. У нас есть еще один вопрос. Я хочу этот вопрос передать Марине Авраменко. Марин, вы здесь? Да, я здесь. Марин, вам зачитать вопрос? Нет, Или я его вы- вижу. Ага. Я вижу, я его зачитаю. Обязательно ли преступление должно быть квалифицировано как преступление на почве Марин, вы пропали. Марина. Вас не слышно, Марина. У нас, у Марины, наверное, технические проблемы с интернетом возникли. Этот вопрос мы... Алло. Да. Марин, вы пропали на некоторое время, вопрос вообще не был слышен. Можете повторить? Да, извините, у меня технический момент здесь был. Сейчас еще раз вопрос зачитаю. Обязательно ли преступление должно быть квалифицировано как преступление на почве ненависти в рамках судебного процесса в стране для того, чтобы попасть в международный отчет? Или вы сами определяете эти преступления, даже если национальная полиция или суд не видит ненависти, а говорит о простом хулиганстве? Я хочу сказать, что не обязательно, чтобы это преступление вообще было зарегистрировано. БДИПЧ ОБСЕ разделяет понятие преступления на почве ненависти и инцидента на почве ненависти. Это уже более такие нюансы, поэтому я их не затронула в своей презентации, но ОБСЕ и БДИПЧ понимают, что не все преступления могут носить официальный характер и быть официально зарегистрированы, но они являются преступлениями на почве ненависти. Поэтому требования, чтобы преступление было обязательно зарегистрировано или чтобы по нему прошло следствие или суд, вот такого требования для подачи в отчет нет. Достаточно того, чтобы это преступление, этот факт, этот случай, этот кейс были задокументированы НКО, которые занимаются защитой прав, да, уязвимых групп. И если вот есть такое документирование случая, уже такой случай мы можем подать в отчет ОБСЕ. Конечно, мы не просто любой случай мы подаем, мы выясняем подробности, мы сами определяем, есть ли там признаки преступления ненависти, как раз вот по этим критериям, которые дает ОБСЕ, мы ищем доказательства вот этих мотивов предубеждений, мы находим защищаемые характеристики, мы ищем доказательства, вот, как я уже писала, вот, в месте совершения, в поведении преступника, в восприятии жертвы. То есть все, что есть в методологии БДИПЧ, мы эти признаки прикладываем к конкретному кейсу и решаем, относится он к преступлениям ненависти или нет. После этого мы подаем это преступление в отчете, и ОБСЕ БДИПЧ тоже, в свою очередь, его изучают вот по этим же критериям, и последнее решение принимает БДИПЧ. Подходит это преступление под преступление ненависти или все-таки не подходит. Поэтому еще раз повторю, что не обязательно какой-то официальный статус этого преступления, тем более не обязательно приговор. Мы можем находить случаи преступлений ненависти в средствах массовой информации. Там не всегда бывает достаточно именно критериев необходимых, но иногда бывает, что журналисты их описывают. Или вот в документировании НКО. Просто в отчетах что-то идет под грифом преступления, что-то идет под грифом инцидент.
то есть как бы не официальное преступление, не зарегистрированное. Но все равно и в том и ином случае такие преступления могут попасть в отчет, если не соответствуют критериям преступления ненависти. Все. Спасибо, Марина. Нам поступил еще один вопрос на английском. Почему такое внимание в работу ОБСЕ? Отвечаю я. ОБСЕ – это только одна из организаций и платформ, до которой мы хотим донести проблему крайних форм насилия в отношении секс-работников. Также мы работаем с комитетом ООН, пишем альтернативные отчеты в комитет СИДО. В дальнейшем собираем расширять количество комитетов для подачи отчетов о положении секс-работников. В этом году мы еще подали сообщение специальному докладчику о положении секс-работников. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Там у нас еще один вопрос, на который подключится Шахназ. Шахназ, вы зачитаете, да, вопрос потом? Следующий вопрос о безопасности. Как вы обеспечиваете безопасность участниц движения? Уровень публичности работы в вашей стране? Почему долго шло к первой подаче? Была ли негативная обратная связь от правительств на вас, как на активисток и активистов движения за права секс-работниц? Безопасность, конечно, это очень важный вопрос. И обеспечить полную безопасность участников и активистов довольно-таки сложно. Мы стараемся отслеживать те страны, которые являются членами сети Шахаим, которым небезопасно представлять интересы своей страны. И в этом случае может на конференциях, на сессиях эту страну представить член сети из другой страны, который будет подвержен меньше будет подвержен преследованию. Внутри страны у нас тоже не очень хорошая ситуация с недавних пор, когда больше, наверное, не правительство, а псевдопатриоты пытаются нападать на активистов. Мы приняли со своей стороны все меры предосторожности, мы закрыли все наши сайты и очень долго не выходили публично в средства массовой информации и то, что могло бы раскрыть нас. Сейчас мы возобновляем эту работу и начинаем работать более открыто. Что касается правительства, чаще, когда приходят какие-то рекомендации по нашим отчетам, правительство создает рабочие группы для того, чтобы написать национальный план действия в ответ на эти рекомендации. Мы со своей стороны всеми силами и возможностями подключаемся к рабочей группе, но наше правительство старается не замечать те вопросы, которые касаются ключевых групп населения. Со своей стороны, естественно, мы настаиваем о включении этих вопросов в национальный план действия и отслеживаем их в дальнейшем. Очень сложно убедить наши государственные учреждения и ответственных за национальный план действий, почему мы должны включить именно эти вопросы и отслеживать их. На сегодняшний день со стороны правительства пока у нас не было никакого давления на активистов. Единственное, что было, это трижды у нас была попытка криминализации секс-работы в нашей стране, в Кыргызстане, которую нам удалось остановить. Спасибо. Спасибо, Шахназ. Еще один вопрос из чата.
Какая была практическая польза или результат по подаче кейсов в ОБСЕ БДИЧ? Отвечаю. Основная польза на сейчас – это то, что случаи с признаками ненависти начали принимать, это повышение видимости насилия, то есть именно повышение видимости насилия против секс-работников. В планах ОБСЕ БДИЧ есть разработка руководства о преступлениях по признаку гендера. А это видимость насилия уже на уровне рекомендаций и методологии. Но имидж ОБСЕ БДИЧ в теме секс-работы, конечно, не очень однозначный. Например, смешение трафика и секс-работников. На этом наши вопросы. Тут вопрос. Здравствуйте, было ли обращение из Азербайджана? Я знаю, что не было таких обращений. Если у кого-нибудь еще не возникли вопросы, тогда мы... Карина, там были просьбы дать презентации на русском точно, и да, на английском. Угу. Пропустила, да, тут в чате тоже писали, можете ли прислать презентацию на английском языке, но, к сожалению, мы презентации на английском языке не делали, он только на русском языке. Если у нас еще есть время, если у спикеров есть еще что-то добавить, прошу. Я могу добавить. Да, прошу, Марина. Марина Авраменко. Я не сказала, что я член Сети Шахаим и представитель Российского форума секс-работников. Я хочу добавить о, может быть, значимости работы с ОБСЕ в том контексте, что мы бы хотели, чтобы преступления в отношении секс-работников считались преступлениями ненависти. И, возможно, как это в Англии, в одном из регионов, в одной из местностей Англии, такие преступления считались более тяжкими. Потому что, когда выбирают жертвой секс-работника, это говорит о том, что преступник уверен в своей безнаказанности и выбирает жертву, очевидно, слабее, очевидно, менее защищенную законом. И поэтому это увеличивает насилие в отношении всей группы секс-работников, ну и других, естественно, категорий граждан. Вот если бы государство считало, что преступления в отношении секс-работников – это более тяжкие преступления, наверное, это было бы хорошо. Это было бы признанием того, что секс-работники более уязвимы и менее защищены вот перед лицом преступников. Ну, вот такое мое мнение как юриста. Все. Тут, оказывается, у нас еще один вопрос остался. Крис, вы на связи? Да. Ага. Вы можете, да, прочитать, потому что на английском языке вопрос. Нет, я вижу его на русском. Он просто в ветке, с английским языком. Вот. Получается, на первый вопрос, почему мы не подали, в 2013 мы ответили, а потом внизу там есть еще вопрос. В Украине есть помощники полиции, накачанные мужчины, стоят возле аптек, ждут, и когда кто-то из наших купил или купила лекарство, то на выходе бьют, забирают, что хотят, и передают в полицию. Правильно ли я понимаю, такие действия являются преступлениями ненависти,
в отношении людей, употребляющих психоактивные вещества. Вот это очень такой вопрос, к которому мы недавно подошли, когда у нас был случай, он произошел в России, и в одной из презентаций он звучал, когда девушка пришла на заказ, и когда у нее из сумочки выпал порошок, и, по-моему, еще была информация о том, что она... нет, у нее просто выпал порошок. И тогда клиент стал кричать «наркоманка», и проститутка, и всякие разные такие нехорошие слова. И вот этот случай, он был квалифицирован ОБСЕ по признаку гендера, но комментарии, которые имеют отношение к уничижительному термину «наркоманка», были не задействованы, проигнорированы. То есть пока ОБСЕ не видит эти преступления в своей методологии и не включает в свои отчеты. То есть здесь можно было бы поработать. С одной стороны, там есть такая защищаемая характеристика, как инвалидность, и туда попадают все состояния, связанные с состоянием здоровья. Но это не та сфера, в которую стоило бы, наверное, включать, и, наверное, стоит добиваться искать какую-то другую категорию, какой-то другой критерий, в соответствии с которым важно включать такого рода преступления против людей, употребляющих наркотики, с признаками ненависти. То есть это почва для будущей работы. Все, спасибо. Спасибо, Крис. Оказывается, у нас еще один вопрос остался неотвеченный. Почему вы уделяете так много внимания работе с ОБСЕ, который, насколько я поняла, не включает расовые предрассудки в определении преступлений на почве ненависти? Кристина, вы можете ответить на этот вопрос? Мы на него ответили, но, видимо, мы что-то пропустили фрагмент вопроса. Наверное, связанный с тем, что ОБСЕ не включает расовые предрассудки. В одной из первых презентаций мы говорили о том, что как раз ОБСЕ расовую и этническую принадлежность включает в список защищаемых характеристик, а мотив предубеждения, как ксенофобия и расовая нетерпимость, является одним из основных, в соответствии с которыми ОБСЕ БДИПЧ собирает случаи и призывает организации гражданского сектора подавать их. То есть там это предубеждение и эти предрассудки, они включены. На ту часть вопроса, почему мы так много уделяем внимания работе ОБСЕ, уже было отвечено. Единственное, хотелось бы повторить, что это только одна из платформ, где мы стараемся обратить внимание на насилие против секс-работников. Но также мы используем другие правозащитные механизмы, чтобы каналы, когда они работают вместе, могли улучшить в целом ситуацию. Спасибо, Кристина. Я вижу, что у нас больше вопросов нету. У нас осталось еще 10 минут до окончания нашей сессии. Может, есть ли у кого-то еще вопросы? Можете написать в разделе «Вопросы-ответы» и в чате, если кто-то... Ага. Один вопрос поступило. Это вот продолжение вопроса, Кристина. Мне зачитать вопрос или вы сами?
У меня такое ощущение, что мы на него тоже отвечали, но, может быть, агентство или внимание. Может быть, мы не до конца понимаем смысл вопроса. Мы на него частями уже ответили и в первый раз, и во второй. Возможно, вот есть еще у этого вопроса часть, которая связана с отвлечением внимания от местных членов сообщества или активистов. И если говорить об этом, то мы не собираем случаи, просто сидя за компьютером. То есть, как было сказано в первой презентации, мы документируем случаи. Когда случай документируется, естественно, человеку предоставляется консультация, предложение защиты адвокатом, предложение запросить какие-то другие вещи, в которых человек на сегодняшний момент нуждается. И исходя из этого, предоставив поддержку, помощь, задокументировав, поняв, является ли данный случай, содержит ли он признаки преступления на почве ненависти, он потом уже фиксируется и переходит в консолидированный отчет. То есть мы исходим из того, что в первую очередь интересы человека. У нас даже в форме документирования есть такой раздел в самом начале. Согласен ли человек на упоминание данного факта в каком-либо отчете? Согласен ли человек на включение в статистику данного факта? Или он вообще ни на что не согласен и не хотел бы, чтобы ничего из этих деталей где-либо фигурировало? И, естественно, в таком случае мы отказываемся от документирования. Спасибо. Спасибо, Кристина. У нас еще вопросы тут поступили, но на английском языке. Кристина, можете помочь? Перевод еще нету, перевода. Значит, так, первый вопрос из Австралии. Как сообщество занимается вопросами восстановления после преступлений на почве ненависти? Доверие к работе, сколько времени занимает время для восстановления, могут ли секс-работники получить какие-либо кризисные средства для того, чтобы взять паузу в работе? Это, наверное, самый сложный вопрос, который мы всегда пытаемся решить. К сожалению, не у всех организаций, которые работают с секс-работниками, не у самой сети Шахаим есть дропинг-центры, куда бы секс-работники могли пойти для восстановления. В тех регионах и областях, где есть дропинг-центр, есть возможность временного проживания на тот момент, когда секс-работники пишут заявление на своих обидчиков и идет судебное разбирательство. Ограничения в проживании в таком случае нету. Оно идет до тех пор, пока дело не завершится хорошим исходом. Но даже в тех регионах и городах, где есть такие дропинг-центры, тоже мы сталкиваемся со сложностями. Не всегда те организации, которые предоставляют убежище, могут покрыть все потребности секс-работников. Например, организации не могут там, купить сигареты, либо что-то вкусненькое, что хотелось бы покушать человеку, который находится в этом центре. И, как правило, он может находиться еще и с ребенком, а иногда с 2 детьми.
и все потребности детей тоже покрыть довольно-таки сложно. И секс-работникам приходится выходить опять на работу, на свой страх и риск, но организации в этом случае всегда отслеживают и помогают в дальнейшем сделать все возможное, чтобы выход на работу был более безопасным. Спасибо, Шахназ. Я могу добавить еще, Карина. Ага, Марина. Я хочу сказать, что в своей повседневной деятельности сети секс-работников, наверное, не делают разделения между преступлениями ненависти и просто преступлениями в отношении секс-работников. Нам для оказания помощи не важно мотив. Для нас важно, что секс-работница стала жертвой, и мы ищем любую возможность им помочь. Это довольно сложно, потому что, вот, например, форум секс-работников, он ограничен в своих средствах и тоже не имеет ни дроп-ин-центров, ни каких-то специалистов, которые вот на месте могут поддержать. Но мы даем юридические консультации, дистанционное сопровождение. И у нас есть несколько очень успешных кейсов, когда мы жертвам из числа секс-работников находили бесплатных адвокатов для участия на следствии или в суде через другие правозащитные организации, которые работают про-боно. Это тоже сложно, потому что не все организации готовы работать с секс-работниками. Стигма существует в отношении секс-работников. Но мы стараемся расширять, налаживать отношения с женскими организациями, которые борются с насилием в отношении женщин, и с любыми другими правозащитными. Даже был у нас уже в этом году случай, когда жертву изнасилования секс-работница должна подавать кассационную жалобу, обжаловать приговор, слишком мягкий для преступника. И женская организация сказала, что не может оплачивать адвоката. В связи с ковидом закончились деньги. И тогда мы объявили сбор средств среди секс-работников и собрали определенную сумму. Это как добровольные пожертвования были для частичной оплаты работы адвоката. И часть суммы сама секс-работница добавила. То есть какую можем помощь мы оказываем, и при оказании помощи не делим преступления на преступления ненависти и просто преступления в отношении секс-работников. Все. Спасибо, Марина. Дорогие участники, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Спасибо всем за участие, спасибо нашим спикерам, спасибо за более подробные ответы. Спасибо организаторам ВИЧ 2020. Спасибо переводчикам, которые переводили на несколько языков. Было много вопросов. Мы рады, что наша сессия заинтересовала людей, так много людей. Мы прощаемся с вами. Наша сессия официально закрываю. До свидания. Спасибо.